Не снимай, не выкладывай. 18 марта, девчонки и мальчишки. Смотри, что нашел. Так я боюсь, они толстоваты будут. Все тут есть, короче. Есть тут все. Даже больше. Я решил попробовать лампу развернуть слегка на барабаны. И понял, что я здесь прикрутил все трубки насквозь. И покрутить ее невозможно. То есть хочется, чтобы ногами она стояла в углу. Если как-то по-другому ее ставишь, то получается, что она торчит. Поэтому я выкрутил вот тут болт. Повернул ноги относительно вот этой штуки. Сейчас все нормально. Не хочу я снова сюда вкручивать болт. Просто залью тут, вот сюда прям капну термоклея и все. Но вместо саморезов сейчас попробуем вставить болтики. Сегодня зашел на ВК-видео. Оказывается, у меня там за ночь 1000 просмотров прилетело с обучалки. Ну, конечно, нашлись люди, которые, как всегда, спрашивают, а это мужчина или женщина? Я одного не понимаю. Вы смотрите видео? Или что, или как? Ведь я в видео обращаюсь как бы к себе, как к мужику, блин. Что за бред вообще? Не могу понять. Так, ну ладно, вставляем. Проблемка. Сюда не вставляется. Но у меня есть сверло, если что. На резьбовой герметик зафигачить и закручивать не надо будет. Вот и все. Я когда работала в школе, мне Дамир, мой ученик, подарил вот эту штуку. Прикинь, она до сих пор со мной. Капаем. Высохла. А что ты хотел-то столько лет? Жопой. Принес померить по высоте, чтобы понять примерно как. Вот это вот по эту штучку закручивается обычно. Можно вообще эту хрень скрутить. Но мне так проще, короче, когда вот на эту ложится. Вроде бы одинаково. Потом будем думать, с этой что сделать. Хотя с этой, видишь, если поставить ее ногой в угол, вот так вот, видишь, чик, вот так вот, а она все, она немножко туда смотрит. А я бы хотела, чтобы она смотрела немножко на меня. Но с этой все проще. Ой, у нее нет такого, что все прикручено к одной. Это можно сделать вот так, видишь? Так. Правильно же, я думаю, нет? Одна, то есть к этой все прикручено. Да. То есть откручиваем болтик. Вот так поворачиваем. Она почему-то не поворачивается. Странно. В одну сторону крутится, в другую нет. Так, разобрал. Эту можно выключить. Это с кнопочкой. Так, вот она в что упирается. Угу. Ну так мы попробуем сейчас ее повернуть. Сначала мы ее снимем вот так вот. Чик. И как-нибудь вот так вот ее повернем. Видишь, не подрасчитал немножко. Совсем чуть-чуть. Вот так вот, например. Смотри, какая красота. Все. Так, сверяемся по высоте. Угу. Вот по этой штучке. Это можно чуть-чуть опустить даже. Откручиваем. Вставляем, закручиваем. Видала какая? Технология. И здесь, чтобы она не падала. Где этот болт? Я вот сюда так болтик раз. Все. Забыл включить. Классно, блин, с кнопочкой. Лампочка. Не знаю, почему там нету кнопочки.
Короче, не буду я одевать вот эту вот штуку. Так по-варварски залил, короче. Сейчас вот эти болты в основном нагрузку держат. А тут так, чтобы оно. Не хочу еще одну дырку сверлить. Видишь, я ее повернул немножко. Получилось, что дырка теперь не совпадает. Все, ждем, пока высохнет. И ставим. Вот эта вот ножка получилась чуть длиннее. И поэтому это Бурдж-Халифа, короче, смотрит немножко налево. Как-нибудь еще раз у Игорька возьму эту приблуду. И отхерачу, короче. Как надо. Игорек, кстати, здесь учит песню для своей группы. Я им там подсказал немножечко, как лучше. Потому что мы эту песню играли с пацанами. Помнишь, в каком-то из бложиков я тебе жаловался, что у меня болит верхний ряд зубов? Вот. Я начал пить Найс. Перестал пользоваться электрощеткой, и у меня все прошло. Вот. Прошел, наверное, месяц. И вчера я вот потукал, чтобы определить, какой именно зуб. И определил вот этот зуб. Вот. И он болит у меня уже второй день, представляешь? Блин, я так боюсь лечить зубы. Вообще просто. Ну просто. Почему так, а? Ну ведь почему, когда тебе делают операцию, ты ничего не чувствуешь? Но когда ты лечишь зубы, это просто гестапо. Я всем своим сашкинским сердцем просто жутко боюсь лечить зубы. Готово. Вот так вот это выглядит. Пойдем ставить. Вот эти крепежи для лампы. Короче, все просто. Вот так вот ее ставим сюда. Бам. Видишь? И она немножко направлена на барабаны. Немножко вперед. Короче, все как я хотел. Закрепляем лампу. Закрепляем, просто вот вешаем ее на эти крепежи. Без проблем. Так. Вот я еще не придумал, как интересно сделать вот эту вот нижнюю штучку. Закрепить. Так. Чик. Где наш барашек? Отлично освещает все пространство здесь. А может, вообще никак не буду крепить. Подумаешь, она там телепается немножко, ну и хрен бы с ней. Вот так вот сейчас сделаю, короче. Вот так, чтобы она под своим весом, наоборот, лежала вот так вот. Вот там внизу, видишь? И закручиваю. Ёб твою мать, красотища какая. А закрывала я тряпкой для того, чтобы меньше было видно саму лампу. В принципе, рабочая тема. Ну что, возня на базе продолжается. Посадил, значит, на один выключатель 2 этих фонаря. Потому что у меня тут не слишком много розеток, чтобы их занимать. То есть вот. Оп. Оп. Да, я знаю, ты можешь сказать, ты бы мог сделать вот это один, вот это другой. Я не захотел. Мог, но не захотел. Так. Сейчас я хочу, знаешь, что сделать? Вот тут есть такие стяжечки прикольные. Я хочу эти провода увязать немножко. Такой вот уголок получился. Провод, конечно, так себе. Кабель-канал какой-нибудь надо зафигачить. Вообще, честно говоря, по барабану. Просто хотел сделать, чтобы зашел вот так вот. Клац. И оба сразу погасли. Вот, все. На базе пекло, короче. Включил вентилятор. И выточной вентилятор тоже включил. Еще более-менее дышать можно. Окно тут не открыть. Дверь как бы тоже. Сам понимаешь, почему. Не хотелось бы вот так лежать.
и сопровождать народ. Короче, я бы хотел выключатель посадить сразу на провод, понимаешь? То есть не сажать его на розетки. Ну, вот эти два вот этих лампы, не сажать их на розетку, а потом к выключателю. Ну, это такой колхоз. Но, блин, мне жалко резать провод, понимаешь, который идет вот туда, к этим розеткам сраным, короче. По идее, вот провод зашел, он должен сразу здесь все раздать. Нет, он за каким-то хреном идет туда, там соединяется. Ты видел, какая там мотня была. Вот, половину из которой я устранил. Ну, не знаю, короче, вот так я вижу. То есть придумаю, как безболезненно сделать порвать этот провод и красиво сделать все эти вот. Представь, сколько будет скруток. Провод разорвется, уже будет скрутка. Потом от него будет аппендицитный выключатель. А нахер. И так пойдет через розетку. Вот лежал, думал, какую следующую обучалку зафигачить. А у меня это вот так работает. То есть я могу соскочить, побежать и записать. Но тут какие-то рабочие, короче, прибыли. Они постоянно что-то сверлят перфоратором. Не знаю, что они там долбят, короче. Ну, вот так вот. Сейчас, короче, в чатике все голосуют, чтобы выключить отопление. Я просто представляю, сейчас его выключат, а на улице-то 0. Ну, как бы мы тут околеем сразу. Буквально через день мы тут околеем. Чем греться-то? Как бы жарко. Все такие пишут, типа, жарко. Бля, выключат, будет холодно, блядь. По мне так лучше, пускай будет жарко. Не снимай, не выкладывай. Так, сходил к Игорьку чайку. Бахнул со своей кружкой. Со своим чаем, между прочим. О, смотри, красота. Чпок. Отлично. Так, играть мне что-то сегодня не катит. Получаю такие комментарии под этим. Под обучалкой с грувом. У людей, знаешь, как это? Жизнь такая. Вот это черное, а вот это белое. Но ведь в жизни все не так. Бывает чуть посветлее, потемнее. Нет, написали, ты путаешь понятия. Типа, что такое грув? Да ни хера я не путаю. Просто понятие слишком широкое. И нельзя его одним видосом укрыть. Слишком дохера, что относится к груву. Видос был как раз про тех, кому сложно сыграть, удержаться в ритме, допустим. Их рвет на какие-то приключения. Вот про это был видос. У меня есть еще один видос на канале про грув. Там вот как раз таки все про госноты, про акценты, все про то, что тебе позволяет качать, грувить. Понимаешь? Вот, я просто не хотел повторяться. Одел сегодня весеннюю куртку. Ты не поверишь, я в нее еле залез. Прикинь, харю отъел. Еле залез в нее. Просто. Так, давайте я вот сюда поставлю. Прикольно везде подсвечивается все. Сейчас микрофон одену, потому что здесь слишком громко. Попался! Нихера, какие люди. Ну, а я смотрю, Игореха. Да, Игорёх. Думаю, ага, попался. Че, как оно? Ты чё?
Да ничего, нормально все. Думаю, дай зайду, поболтать на 5 секунд. Заходи, что. На вот и календарь. Только сел поиграть. Стук в дверь. Открываю. Друг, с которым, я не знаю, лет 10 точно уже не виделся. Ну, не 10, я не знаю. Ну, последний раз я его видел на концерте, где-то мы на Тылфронту там играли, в какой-то чеботухе участвовали. Ну, лет 5 назад точно. А до этого еще лет 10 не видел его, короче. Ну, что-то заглядывает в комнату, говорит, привет. Ну и все. Так прошел час или полтора. Не снимай, не выкладывай. 20 марта, девчонки и мальчишки, напоминаю, что данный канал был сделан для бложиков, не для обучалок. А сейчас получается то время, когда я выпустил обучалку про грув. И показываю туда куда-то. Блин, сколько же я получил вообще всего. Вообще-то надо микрофон надеть, чтобы рассказать. Вчера заходил Тёмка, мой давний друг. 100 лет с ним не виделись. Притащил мне вот такой календарь. Те, кто печатает данные календари, невдомёк им, что календарь это не про вот эту всю информацию, а про вот эту. Это должно быть большими буквами. Все остальное должно быть где-то сбоку мелкими буквами. Вот, я с дуру что-то его пришлепал. Но чтобы найти здесь нужную дату, нужно постараться. А чтобы отметить эту дату, например, фломастером, сомневаюсь, что ты это сможешь. Нужно быть ювелиром, блядь. Не снимай, не выкладывай. Так, я слышал шорох. Это мишки. Я вроде не держу здесь никакой еды. В принципе, им тут делать нечего. Может, так, мимоходом. Просто там под панелями место завались специально для них. Скорее всего, там они не могут тусоваться запросто. Жить даже могут там спокойно, прикинь, под этими панелями. Там тепло. Вот, и хорошо для них. Так, сегодня мне надо придумать что-то вот с этим безобразием. Так вот, что хотела рассказать. Сколько же понавылазило специалистов грува. Знаешь, когда ты выпускаешь видео, ты никогда не сможешь учесть все моменты, понимаешь? Ты никогда не сможешь учесть все, как сказать, все сноски, все поправки. А вот потому-то, а поэтому будь готов принимать кучу комментариев, типа, а где вот это, блядь? Это же вот так должно быть. Прекрасно понимаю всех, кто топил про то, что грув не про то, что нужно играть один бит, там несколько тактов. Я вас прекрасно понимаю. На самом деле посыл к снятию данного видео было то, что у учеников является проблемой сыграть ровно какой-то бит. Я понимаю прекрасно, что я показал игру, я старался сломать свой грув как бы каким-то действием. Но я неправильно показал. Это происходит не так немножко. У учеников это происходит не так. Сейчас покажу тебе в бложике, как это примерно происходит. Ну, вот примерно вот так. Как-то так это происходит, понимаешь? Блин, я хотел покрутить малый барабан, и вчера мне этого не дали сделать. Вот. Даже сейчас я боюсь, что я толком не показал, как это происходит. Потому что я не умею так играть. Невозможно
учесть всего, понимаешь? Я прекрасно понимаю всех тех комментаторов, кто орал, типа, а вот Томас Хейк, Хейк, а вот Томас Хейк из Мишуги, типа, у него что, нет грув? Да есть у него грув. Ой, конечно же есть. Конечно же есть. Надеюсь, теперь сейчас тебе понятно, что я имел в виду. Я имел в виду, я хотел наставить просто начинающих, отставить все вот это наносное, все эти бреки, и просто сыграть бит. Научиться просто играть бит. Легко и просто, спокойно. Без мыслей. Куда мне брейк воткнуть? Без этих мыслей. Просто спокойно играть бит. Все. Вот, уж молчу, правда, всяких там комментаторов, специалистов, которые начали писать определение грува, и что вот у Бенни Грэба есть видос. Да я знаю, но у меня свое мнение. И что мне с этим делать, например? У меня есть YouTube-канал, я тебе это мнение хочу, чтобы ты знал мое мнение, например. Я записываю видео. Вот. Почему ты считаешь своим долгом залезть ко мне и исправить меня? Почему? Ты думаешь, за 54 года я не устоялся во своем мнении? За 27 лет игры на барабанах я не устоялся в своем мнении. Мне твое мнение просто необходимо. Вот ты сказал свое мнение, и все, я сразу поменял свое мнение. Буду теперь думать, как ты. Да ни хрена подобного.
не снимай, не выкладывай. Я так понимаю, через какое-то время я вообще играть не смогу. Мне пальцы реально мешают уже играть. Реально мешают. То есть мне приходится преодолевать это сопротивление вот это. А во время игры тебе не нужно ничего преодолевать. Тебе надо просто делать. А он клинит, короче, в каком-то положении. Вот. Поэтому вот такая беда бедовая. Так, в общем, я придумал упражнение для ученика. Хочу тебе предложить позаниматься этим. Этот бит в каком-то из видео предлагал Крис Колман сыграть. В общем, эта штука прорабатывает координацию вообще на будь здоров. Ты можешь просто играть вот руками вот это, ну и просто бочки подставлять. Какие-то бочки по желанию, то есть куда угодно можешь рисовать их. Я тебе сыграю именно вот так. Сыграю медленно, чтобы ты понимал, ну, успевал увидеть, что куда, короче. Постараюсь сыграть медленно. Хочу, значит, отметить, что когда у нас акцент смещается, малый барабан на 2-4 мы играем госнотой. То есть у нас акцент в каждой четверти только один. То есть на хэт, например, да? Здесь, например, на первую двойку, на вторую двойку. То есть все остальное мы играем максимально тихо. Не считая бочки, конечно. Блин, мне так нравится своя студия, прям, знаешь, вот этот видок новый.
придумываю всякие упражнения для учеников. Я дико, как мне кажется, прокачиваю свои какие-то навыки просто жестко. Если ученику, допустим, вдруг показалось что-то легко, просто добавьте всегда какую-нибудь бочку, одну, например, куда-нибудь. Или открытый хэт. Все. Опять работа на полчаса, короче. Так что вот рекомендую этот бит. Короче, на следующую неделю, в принципе, у меня ученики идут по одной и той же системе, как бы. Один ученик проходит вот это, потом следующий на это же нападает, короче. Сейчас еще допишу грелку. Ну, то есть реле, как ручки погреть перед началом. И просто буду потом дописывать бочки по мере надобности. Все. Ну, как выглядит грелка, собственно. Все. Игорек там дубасит. В общем-то, потихоньку, помаленьку, на день моего отбывания в Москву приближается просто. И у меня начинается мандраж предпоездковый, как обычно. Ой, блин, а что если подшипник задний? Там что-нибудь там это... Помните, когда мы Куба пригнали, вскрыли, там подшипник плохой был сзади. Фу, подшипники, если что, в бардачке есть оба. 2 задних, если что. В любом городе, мне кажется, можно будет поменять. Просто только подписчикам клич кину. Мне кажется, помогут хоть где вообще. Вот я насчет этого вообще не сомневаюсь, понимаешь? Что я останусь один на дороге, там, без помощи. Блин, вообще не переживаю об этом. Просто. А что я тогда мандражирую, я не знаю, короче. Как всегда, перед любой подъездкой начинает адреналин хлестать, короче. Не снимай, не выкладывай. Так, вчера вышел бложик, где я боролся с этими с панелями. То есть панель у меня везде висела здесь. Я то накрывала ковром, то там покрывалом ее. Короче, хочу всех, кто за меня так переживал, и все, кто накидал советов, что надо сделать, всем огромное спасибо. Но убрав вот эту хрень, панель отсюда сюда, я просто сразу решил все проблемы. То есть вибрация со стены пропала, ничего не сыпется, дышится легко, все симптомы пропали сразу. Так что особенно мне вот нравится, как вот эти две у меня смотрятся в кадре. Они такие ровненькие получились. Но в планах купить какой-нибудь среднеперстовый материал типа карпета и покрыть их. Так, я больше не знаю, что мне тут делать. Собрал все кружки. Буду их мыть дома. Сваливаю отсюда. Завтра, получается, ненадолго опять приеду. Послезавтра у меня ученица. Так что всем пока. До завтра. Не снимай, не выкладывай. Моя красотка спит. Спит моя зайенька. Ты посмотри, как она спит. Сейчас глазки откроет. Она даже не слышит ни хрена. Пусатенькая моя. Чеши. Моя красотка. Красотка. Вообще капец, смотри. Тут, короче, на лысо сделали. Вот тут у нее бородавка на носу. Срезали бородавку, замазали зеленкой. Теперь у нее болячка, видишь, вот черная. Потом вот... Где он? Вот, смотри. Не увидишь. Короче, у нее вот так вот ноготь идет. Вот прям вот здесь так. То есть у нее внутри идет красное такое тело. Прям видно там, что кровь внутри. То есть нужно прям смотреть и где-то миллиметра за 1,5, за 2 отрезать. А отрезали прям поэтому. Почти под корень. Короче, мы в шоке в этот раз с собакой. Как она выжила, я не представляю. «21 марта, девчонки и мальчишки. Макс с Серегой, вам еще разок спасибо. Вот. Я так рад, наконец-то. Обратно. Тот самый ножик
Ну что? Распаковка. Эй. Видишь, как без ножа-то хреново живет, Саш. Ножницами приходится распаковывать. Блин. Как же я долго тебя ждал. Паразит ты такой. Блин. Офигеть. Коробочка. Тряпочка. Бочка. У того тоже была какая-то тряпочка. Ишь ты. Ну, я не знаю, я ей не пользовался никогда. Это так, чтобы дарить, например. Но все равно приятно, что есть. Ах, господи. Интересно, мой нож сейчас работает на кого-то? Блин, он такой маленький. Я так отвык от него вообще жить. У меня до него был тоже Ганза, но такой здоровый, блин. Я аж отвык от него, прикинь. Но он настолько эргономичный, вот этот мелкий ножик, что то, что он маленький, в принципе, мне большой нож ни к чему. Что-то почикать, порезать, блин. Вот так в руку можно спрятать, и все, и нет его, прикинь. Вау! У меня на том ноже, я не знаю, у меня ширик сейчас, скорее всего, будет плохо видно. Но у меня был такой зеленый нож с зеленой ручкой. Кстати, на фотках он жутко острый, кстати. На фотках вот эта вот штучка, как она там, G10 называется, да? Выглядит как будто кусок пластмассы. Но это не так. Она очень такая интересная. На ощупь она очень жесткая. Короче, вещь. Я уже забыл, как его складывать. Вот сюда нажимаем. Складываем. Лезвие строго по центру. Вообще никаких вопросов. Ни разу у меня осевой винт не выкручивался. Что не могу сказать о предыдущем ноже. Просто через каждую неделю трогаешь, и все болтается. Блин. Сейчас в телегу сниму отдельную благодарность Максу и Сереге. Пам. Эх, кайфец вообще. Опа. Мой сладкий. Ты мой сладенький. Спасибо, Макс и Серега. Еще раз спасибо. Круто. Блин. Смотри, какой он мелкий просто. Как раз для моей руки. Блин, просто кайфовый нож. Просто. Он очень кайфовый. Он такой плавный весь такой. И прям режет он прям как надо вообще. Четкий нож. Кайф. Спасибо. 21 марта, девчонки, мальчишки. Сносил домой кружки, свозил. Не знаю зачем. Помыл их, короче. Просто ко мне что-то все чаще и чаще кто-то приходит, а я не могу предложить. Надо их повесить туда куда-нибудь. Чик. И нехай висят. Так, чай надо взять. Игорек пришел. Правда, у него чайник такой мерзкий вообще. Жуть просто. Наверное, здесь скипячу и туда с чаем пойду. Потому что ну, что-то такая муть. Надо это, кислотой его промыть. Сейчас 5 секунд скипячу и сбегу. Побегу к нему. Это, конечно, нонсенс ходить на чай со своим чаем. Ну ладно. Кружку я разбила одну. Видишь, вон осколки.
Хотел их привязать вот так. Не знал, куда их девать. А оно у меня развязалось и упало. Тут все в осколках, короче. Балбес, что с меня взять? Ну, у меня их 3, если что, вот еще одна есть. Вот мелкие осколки. Надо аккуратней тут лазить. Может, Игорек на урок созреет. Я частенько ему уроки давал. Прошлым летом. Видал? Я его хотела выключить, он из кнопки кипит. Прикинь, со своим чаем пришел к Игорьку. Сейчас. Игорек обиделся. Покажи. Шучу. Ну что, записал еще одну обучалку, просто спонтанную. Вот так лежал, короче. Думаю, надо. Думаю, короче, а что я еще не записал? Вспомнил кое-что и сделал еще одну обучалку, короче. Еду домой монтировать, сейчас буду сидеть, ковырять. Игорьку помог там разобраться с песней. Погнали домой.